Всем привет! С вами Наталья Зайдель. Сегодня у меня короткое видео. По просьбе моих дорогих подписчиков я покажу, как выполнить пару японских узоров сашико вручную. Этот лоскут я вышивала во время перелета. Покажу, конечно, но начну с простого узора. Я не знаю, как он называется, не нашла. Скорее всего, это импровизация на тему одного из узоров. У меня начерчена сетка 3 на 3 сантиметра. Вот по этой линеечке. Мне удобно было чертить с двух сторон. Сначала я вышью диагональные линии в одном направлении, а затем в другом. И одновременно буду вышивать солнышки в местах пересечений. Нить толстая. Номер я, к сожалению, сказать не могу, нигде не указано. Иголка не очень толстая, чтобы она могла проходить сквозь эту плотную ткань. Основное правило: все стежки должны быть одинаковыми. У меня примерно по 4 миллиметра получаются, а пропуски примерно по 2 миллиметра. В местах пересечений вот здесь должны быть пропуски. Тогда получатся солнышки. Изнанку я буду закрывать, поэтому у меня на конце нити обычный узелок. Количество стежков по каждой стороне квадратов должно быть одинаковым. Я сейчас методом пробы определю, сколько у меня будет. При выполнении прямых линий рекомендуется насаживать на иглу больше ткани, аж до 10 сантиметров. Но поскольку ткань это довольно плотная, толстая, я это делать не буду. Иначе протянуть иглу мне будет очень сложно. У меня получается по 4 стежка на сторону квадрата. И здесь в местах пересечений пропуски я делаю чуть побольше, чем вот эти. Здесь где-то вот 1,5-2 миллиметра. Здесь я делаю 3. Как мне кажется, так будет посимпатичней. Я просто вывожу вот здесь вот иголку, с ниткой по другой диагонали, не делаю уже какие-то узелки. Вот так надо подтягивать, чтобы ткань не стягивалась. Я, возможно, эти лоскуты потом продублирую флизелином, чтобы каким-то образом вот эту нитку здесь закрепить. Мало ли, где-то зацепится или что, чтобы оно не вытащилось совсем много. Вышивать линии в одном направлении я закончила, и сейчас я начала в другом направлении и сразу же делаю вот такие солнышки, или цветочки. Смотрите, как я это делаю. Вот ввожу сюда иголку и вывожу не здесь, а рядом, как бы вниз. Сейчас я буду лучик вышивать. Вышиваю лучик вниз, такой же примерно длины стежок я делаю, и вывожу иголку вот здесь, смотрите, между двумя уже вышитыми линиями. Теперь вот сюда ввожу и вывожу здесь вот напротив. Снова лучик вот сюда. И вывожу уже там, где нужно, чтобы продолжить диагональную линию. Продолжаю дальше диагональную линию.
Вот что получается с изнаночной стороны. Вот здесь такие две линии. И продолжаю делать то же самое. По другим диагоналям все точно так же. Узор готов, и вышивается он достаточно быстро. Как вариант, можно вышить сначала все диагональные линии белыми нитками, а затем отдельно вот эти вот солнышки, да, какими-то нитками другого цвета, желтого, оранжевого, голубого. Тоже будет очень интересно и симпатично. Вот так получилось с изнаночной стороны. Я, конечно, когда буду шить какое-то изделие, ну вот с применением этой заготовки, я ее продублирую, как уже говорила. И сейчас покажу, как я делала этот узор. Я нахожусь в аэропорту Стамбула, жду свой второй самолет. Нашла более-менее спокойное место, светлое. И чтобы не скучать, да, я заранее подготовила лоскуты для вышивки сашико. Я на них уже нарисовала сетку мелком и сами узоры. Мне удалось взять на борт первого самолета вот иголку с ниткой, ножнички маленькие, я специально для этого приобрела с тупыми концами, мелок и маленькую линеечку, чтобы подчерчивать линии и узоры, когда они будут стираться. Этот узор вам уже знаком, я его выполняла на машинке в одном из предыдущих видео. Называется он «7 сокровищ». Сейчас я его буду делать вручную, и схема вышивки здесь несколько другая. Сейчас я вот начну отсюда, от этого угла, и выполню вот эту восьмерочку. Затем начну от этого угла и вот таким образом выполню эти линии две. Затем эту линию и вот эту, ну то есть вот эти вот, да, восьмерки так называемые. Затем в другом направлении. Вышивку я закончила, и как мне кажется, для вышивки на коленке получилось очень даже неплохо. Вокруг собралось много народу, стало шумно. Я сейчас, пожалуй, сделаю паузу, поищу другое место, где потише, если найду, и попробую сделать второй узор. Как вы поняли, никакого укромного уголка я в аэропорту больше не нашла. И сейчас покажу третий узор. Вот на этой заготовке, ну, здесь у меня мелок как-то стерся, да, немножко она вот так вот лежала в таком состоянии. Смотрите, сначала я нарисовала сетку 2 к 1, здесь 2 сантиметра, здесь 1. И затем нарисовала вот эти ломаные линии. Вот у меня получились такие шестиугольнички, здесь 2 прямоугольника, здесь тоже 2. Сначала я вышью вот эти все ломаные линии, а затем уже сделаю вот такие вертикальные. Вот здесь у меня получится шестиугольнички. И узор этот называется «Рогатый черепаший панцирь». У меня получается по 4 стежка, вот здесь вот от уголка до уголка, и еще 2, ну вот эти вот рожки, да, так называемые. Ну, раз это рогатый панцирь. Вот. За уголком вот за этим вывела, да, за пересечением. Затем ввожу сюда, ну такая же примерно длина стежка, и иголочку вывожу вот здесь. Затем ввожу сюда, ну и так далее. То есть достаточно просто все это.
Ломаные линии готовы, и сейчас я сделаю вот такие вот линии вертикальные, которые закончат мои шестиугольнички. Вот. Смотрите, следующую линию я буду делать не здесь, как хотелось бы, да, а вот здесь, чтобы у меня не образовалось очень длинной протяжки. То есть я иголку вложу здесь, выполняю следующую линию. Так вот, узелки тут постоянно образуются, потому что, ну, я нитку длинную сделала. Сейчас аналогично этому я вот здесь иголку выведу. То есть я вот эти линии вертикальные вышиваю вот таким образом, да, как бы немножко по диагонали. Ну, затем я начну отсюда и вот так вот, отсюда и вот так вот. Узор рогатые черепашьи панцири готов. И смотрите, девоньки, какая красота получается. Я еще не знаю, куда я эти заготовки буду пристраивать, я подумаю, но они мне определенно нравятся. И что я еще раз хочу подчеркнуть, то что японская вышивка – это, конечно, импровизация. Можно использовать нитки других цветов, можно эти узоры как-то видоизменять, что-то добавлять. В общем, поле для творчества здесь достаточно большое. Если вам нравится то, что я делаю, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!